Все мы когда-нибудь дохотели сделать свою видеоигру. Даже я, насмотревших всяких флеш-игр по Сонику, воображал сделать что-то подобное. Жаль, только я был тупой, как валенок, даже и близко не понимал, как это сделать, пока не научился монтажу. Того же хотела некто Филиппи Дно. Филиппи, короче. Более известный вам по таким играм, как Sonic After и Before the Sequel, а также Chrono Adventure. А хотел он таки наконец отойти от синего засранца и сделать что-то новое. Свой персонаж, свой мир, уникальные механики. Филипп основал свою студию Flippard Games, а Spark the Electric Jester был его первым коммерческим проектом. А чтобы все это сделать, что нужно? Правильно, бабло! Звуки отшлепывания бабла. Которая благополучно собиралась на Кикстартере. А так как игра делалась на все том же движке, что и сиквелы, Click Fusion, то считай, полработы уже сделано. Click Team относится к движкам-конструкторам, которые прославились из-за отсутствия программирования. События строятся блоками, или как его еще называют, визуальным кодом. На этом движке была также сделана небезызвестная игра Freedom Planet, На которой мы, может быть, когда-нибудь сделаем обзор. И да, если вы видели визуалы сиквелов, то вы видели его и в этой игре. Игра подавалась как экшен-платформер, заимствующий идеи Соника, Мегамена и Кирби, с совершенно новым главным героем Спарком, состоящим из тела и глаз Соников, желтизны и колючек Кристара и шапки... Бим Кирби. И если первые два пункта служат источником вдохновения, то шапку Бим Кирби стырили чуть ли не подчистую. Нет, подчистую! Боссы из Nintendo должны, блять, пояснить за Кирби этому Филиппе. Филиппе! Ай, Филиппе! Нормальный дизайн не стыренный сделать не хотите ли? I don't give a fuck! Это что за дерьмо? Главный герой выглядит ужасно! Это какой-то цирк, и это даже не шутка! Такого убогого дизайна персонажа я не видел даже в Sonic Forces. Желтое голое тело, на котором нет ни хрена, невыразительные башмаки, стереотипные перчатки, шар, в котором задушили Соник Бума, и эти глаза с клоунской шапкой. А что бесит меня больше всего, так это какого вида это существо? Что это, блядь, такое? В артбуке есть концепт Спарка без одежды и... Что же еще за херь? Так он таракан вонючий или кто? Ему нужна эта шапка, чтобы скрыть свое уродство? Почему другие персонажи его вида и даже роботы носят эти сраные шапки? Да что здесь вообще происходит? Но более всего я выпал, когда перевел столь интригующее слово «джестер» в полном имени нашего героя. Это шут. Электрический шут. Электрический шут. Шут я! И ведь люди говорили то же самое еще во времена Кикстартера. Дизайн слишком прост и невзрачен. А Филиппе такой посидел, подумал, пару концептиков набросал, такой: ничего менять не буду, просто арт получше нарисую и все схавают. И да, все схавали. Только не я. Ты схавала? Из-за этого таракана-уродца я даже и близко к этой игре прикасаться не хотел. Так сильно он меня отталкивал. Что самое забавное, среди его редизайнов есть более-менее удовлетворительный вариант с узором Сисайда. Или, например, еще один спрайт, но уже с другими не эджи глазами. Что уж говорить, фан-арт, в котором он изображен в штанах, выглядит в 10 раз лучше. Штаны, Карл! А, нет, погоди. Штаны, Филиппе! Хватит уже штамповать однотипных эджи болванов без одежды. Мы в 2К19, и черт подери, мужским персонажам пора уже носить штаны. Под ними должно что-то быть. Что-то я отвлекся. Я даже обзор не начал. Тем не менее, но по наставлению одной моей крабовой знакомой, так и пришлось посмотреть, поиграть. И вот уже с вами Сумочкин. И ракообразная. Чуть-чуть. А это обзор Спарк, электрический клоун. Итак, начнем с истории. Открываем Вики Фандом и читаем. Значит, Спарк пошел учиться в университет для получения ученой степени в области электротехники. Во время учебы он изобрел свою шутовскую несъезженную шапку. После он получил работу электрика, обслуживающего низкосортных роботов, и проработал целый год, пока его не заменили роботом. Затем Спарк начал выступать на улицах, и его заметил владелец цирка, который решил взять его к себе, однако и эта работа продлилась недолго, ведь его опять заменили роботом-клоном. Спарк теперь живет дома, ему нечем платить за квартплату, как вдруг внезапно он замечает, что роботы начинают буйствовать, и он решает расследовать это дело из любопытства.
А что там в игре? Привет, я Спарк, электрический шут Гороховый. Ранее на этой неделе меня уволили, меня заменили роботом. Теперь, похоже, они атакуют город. Отлично, с меня хватит. Филиппе! А Филиппе! А какого хрена объяснить не хотите ли? Это, блядь, что? История, написанная трехлетним ребенком пальцем из задницы. Откуда взялась вся эта предыстория с ПТУ для гоблинов и изобретением спи***женной шапки? Или он решил, что для игры слишком сложноватенько? Надо упростить. Упростить до уровня деградации. Просто есть герой, его зовут Спарк, его уволили. Опаньки! Роботы беснуются, пора их мочить. О, сука! Это еще больше меня отталкивает от вникания в происходящее и симпатии главному герою. Потому что я не знаю, что это за герой, в каком мире он живет. Что это за мир такой неслыханного будущего, в котором тебя могут легко заменить роботом-клоном. Спрашивается, а хули машины тогда вообще все не захватили? Зачем вообще тогда кого-то нанимать на работу? Ведь можно сделать робота. Или, например, откуда у электрошута-клоуна, который в цирке, блять, уже не выступает, способности к массовому геноциду всей армии злостного Скайнета? Если свою шапку он изобрел сам в вымышленной вики, то откуда взялись другие клоунские шапки, надев которые Спарк получает невиданные силы? И хоть что, я тоже изобрел и оставил в тайничках? Боже мой, я пытаюсь копаться в сюжете, который написал умственно отсталый бразилец. Понимаете, в чем проблема? Вы понимаете, в чем проблема? Не понимаю. Вы не понимаете. Когда вы пытаетесь подражать Сонику и заимствовать его идеи с машинами, там, клонами, вы хоть, блядь, доприте сначала, почему там это работало. Да потому что сеттинг был природа против машин, а герой защитник природы, он боролся за свой мир. А тут что? Героя турнули из цирка Робо-Волки, он решает... Ну, цирке теперь не выступай. И он решает дать пизды всем неверным, попутно втягиваясь в глобальный конфликт со злобными робо-злодеями, на которых уже, ну честно говоря, насрать, ведь вы, сука, с самого начала не заинтересованы в этом сюжете. А если пытаться, сюжет оказывается простым и прямолинейным ничем. Герой идет из точки в точку, мочит злых роботов, встречает персонажей, с которыми у него завязываются такие эджи диалоги, что Shadow the Hedgehog покажется вам милой игрой для Тугаси 6+. В принципе, она и является. Наконец-то, это ты! Да, это я, наверное. Ты электрошут, что портит все мои планы. Нет, я этого не делал. Чё? У меня проблемы только с Фарком. Послушай, мне не нравится, что вы тут, ребята, делаете с этой штукой по захвату мира. Что, блин? Твой путь качается здесь, шут. Ты мне не веришь, да? Ноп. Ну, ты скоро умрешь. Слышал это вчера. Ты меня реально бесишь. Просто умри. Это похоже на диалог двух шкалеров на перемене. И они все такие. Все диалоги. Я реально пытался понять, что происходит, но каждый персонаж ведет себя как эджи шкаляр. И кидается фразочками типа «просто умри». А в конце, разумеется, оказывается, что за всем стоит огромный злой робот с накачанными ногами и с ***ными сапогами Шадова. И победить его можно только с суперформой, которая возникает только благодаря суперкопию робота-двойника с самым худшим именем в мире. Который тоже может суперформу благодаря этому копью, потому что этот мир работает так, как этого хочет Филиппе, и вообще он хороший парень. Знаете, куда идет сюжет в Jester the Electric Spark? Прямиком в сраные ясли, откуда он и выполз. Это я даже до геймплея не добрался. Ну, собственно, долго тянуть не будем. Графика средненькая. Признаюсь, мне никогда не нравился стиль сиквела с этими дешевыми спрайтами и дубовыми фонами. Здесь то же самое, только чуть получше. Фоны и общий графон все еще слегка дубовые, особенно персонажи, но о них я уже поговорил достаточно. Но есть неплохие локации с приятными видами. Да и количество уникальных локаций тоже можно похвалить. Поругать можно то, что некоторые из них чистое подражательство Сонику, а за подводный уровень вообще можно яйца отрезать. Зато у Филиппа есть анимированные заставки, выглядящие как высер Humongous Entertainment. Free your mind.
Про анимации говорить тошно. Бег и прыжок выглядят нормально, но вот все остальное... Ой, эти топорные атаки, эти убогие спецэффекты. А во главе всего этого цирка стоит анимация столбика из Соника. Казалось бы, как можно запороть такую простую старинную вещь? Ну встал бы он рядом, показал большой палец и подводи себе итоги. Да нет! Филиппе же у нас не ворует, он улучшает. И потому, задев столбик, вы видите это. Господи, какой ужас! Я жаловался на дизайн персонажа, я критиковал графику, но когда они комбинизируются в этот... С тупой позы, мертвого взгляда, смотрящего вам прямо в душу, и этого большого пальца, которым он выколет ваши глаза, если вы долго будете смотреть на его. Получается одна из худших и, сука, страшнючих анимаций, что я когда-либо видел в видеоиграх. Музыка норм. Треки хорошие. В принципе, на них деньги-то он и собирал. Хорошо звучат на локациях, финальная вообще топчик. Но кроме нее больше чего-то выдающегося не припомню. Филиппе привлек к своему проекту целую пачку композиторов, которые ранее уже принимали участие в его проектах. А сам Филиппе занимался графикой и кодом. Хорошо так занимался. Переходим к геймплею. Ох, знаете, нельзя просто так взять и скопировать геймплей Соника. Для этого нужны прямые руки и голова на плечах. И я не знаю, какой из этих элементов у Филиппе отсутствует. И даже с такой простой вещью, как скорость и управляемость, Филиппе не смог справиться. Спарк, сука, медленный. Ему не хватает скорости, чтобы забраться на мертвые петли и горочки. Единственное, что может его подогнать, это небольшой дэш. Но это выглядит убого. Ведь вы буквально должны дэшить постоянно, дабы эта жирная, тощая жопа наконец пересекла эту чертову дорожку. Боже! Никаких спин-дэшей, никаких сворачиваний в клубок, что в тех играх здорово помогало набрать скорость, и таких ситуаций отродясь не было. Мне бы не было столько претензий, если бы геймплей строился только на костюмах и платформинге. Ну уж будь так добр, Филиппе, если ты вводишь скорость, то сделай так, чтобы игроки смогли ее набирать больше, чем одним топорным способом. Зато когда эта туша разгоняется, то она, блять, разгоняется. Действительно, в этот момент становится круто. Вы несетесь по заготовленным дорожкам, все быстро, и игра начинает тормозить. Сука. Сам только один раз столкнулся с этим на последнем уровне, но игроки рапортуют, что игра постоянно тормозит и лагает. Безбожно лагает! И тут уж как повезет. На моем компьютере проблем не было, а у ракообразной были. Хотя, казалось бы, 2D игра на устаревшем движке, с которым Филиппе уже не может найти любви в постели. У меня на моем стареньком Самсунге игра тормозила постоянно, из-за чего скоростные моменты казались то еще мукой. Филиппе! А Филиппе! Оптимизацию завести не хотите ли? Филиппе! 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 Да, ребят, какой же скоростной геймплей без хорошего платформинга. Ведь эти вещи так, сука, хорошо сочетаются. Как пиво с водкой. Несквик с пивом. Пиво с водкой, ну ты, конечно, зажрался. Пиво с водкой и Несквик в заднице. Из задницы. Как же с этим справился Филиппе? Ну так, 4 Несквика из 10. Вы можете прыгать, дэшить, прости господи, и отталкиваться от стен. С них-то и начнем, потому что здесь зарыта какая-то тайна. В обучении вам говорят, что прилипаете вы к стенам по прикосновению, и ничего зажимать не нужно. Да и отпрыгивайте так же. Все по инерции. Но вот клянусь, в игре были моменты, когда без зажимания кнопки направления в стену эта гнида на ней либо не держится, либо не прыгает. Отчего каждый раз, попадая в прыгательные секции, вы попадаете в поле чудес.
На скорости Спарк становится почти неуправляемым. Особенно хорошо это чувствуется на предпоследнем уровне, где перед турбинами нужно перепрыгнуть на платформы выше. Это тупо невозможно сделать без костюма, который дает прыжки. Я уже молчу про то, что это невозможно сделать и без урона в принципе. И так постоянно. Он несется как черт, и велика вероятность, что вы что-то заденете. Благо, хоть у него хп предостаточно. В течение почти всего прохождения меня очень часто спасал воздушный костюм, который тупо дает аж 3 прыжка и бесконечный дэш в воздухе. В итоге вы тупо можете проскипать половину ловушек и платформ, которые явно не предназначены для такой управляемости. А если вы, не дай бог, найдете Gravity Suit, то уровни можно вообще скипать в тупую. Зачем он вообще сюда засунул режим бога, неясно. Далее по списку Dash, который выполняется либо отдельной кнопкой, либо 2 раза вперед. Управление формально можно поменять, но чтобы это сделать, это надо такой анальной кочергой у себя в задницу поковыряться. Заходим в моем случае изменить управление на клавиатуре. Тупо жмем Enter, пробел, ни хера не происходит. Видим надпись внизу. Охуеваем. Зажмите Ctrl плюс Y. Нормально, да? Зажали. Появляется вот это окно не от мира сего. А далее нажмите на первого игрока. Смотрите, не промахнитесь. Поздравляю, вы в меню настройки управления для клавиатуры. Филиппи! Филиппи! А почему я съедать настроить управление не хочешь, блядь? Это, сука, визуализация выражения танцы с бубнами. Зайди в одно меню, зажми 2 кнопки, появится окно с запуском ядерных ракет. Смотрите, не нажмите на СССР. И уже из него можно попасть в другое меню с настройкой управления. Я это сейчас пишу, мне больно. Я это сейчас говорю, мне больно. А представьте это делать. Я просто забила на клавиатуру и играла с джойстика. Благо игра поддерживает даже мой китайский джойстик с Алика без танцев сбоку. Поздравляю вас, суки! А я уничтожил СССР! Ведь я промахнулся по кнопке! И он мне такой, у вас геймпад не подключен. СССР будет уничтожен. А что мы там про платформик, да? Да тоже не очень. Ну, как бы и прыгает, и приземляется. Но вот зачем Филиппе ему сапоги маргарином намазал или вазелином? Ну, уже, по-моему, не сапоги. Я не знаю. Ибо скользит по платформам наш Спарк, будь здоров. Спасает имбовые костюмы, и пора уже о них поговорить. А говорить-то тут особо и нечего. Выбирайте самое первое оружие, электробиту. И это лучшее оружие во всей игре. Банальные завращающиеся атаки в прыжке. Вы прыгаете, вращаетесь с битой, спецэффект классный, и получаете наслаждение от того, что все в радиусе умирает. Да и с боссами справляется на отлично эта бита. Первая задалбывается моментально, и только... Задолбывается. Василину, которого я на ботинках намазал. Первые забиваются моментально, и только где-то под самый конец попадаются уж совсем жирные, но их можно спокойно заправить. Ирония в том, что прыгая постоянно с этой битой, мне нравилось играть. Мне не нужны были другие шапки, их дротские способности. И как потом позже выяснилось, ни одна из них и близко не стоит с этой битой. Я прыгал, вращался, было кайфово. Я считаю, что оставь Филиппе только это оружие и, например, возможность его прокачки и прокачки самого Спарка, было бы намного лучше. Но нет. У нас тут есть еще куча других шляп, так что присаживайтесь поудобнее. Вазелином-то все уже намазано. У шляп есть свои эффекты, о которых подробнее вам расскажет меню. Как, например, атаки в дэш или тройные прыжки в воздухе, про которые мы тут уже все прожужжали. Но вот то, что некоторые шляпы могут быть имбовее всех остальных, это, конечно же, Филиппе не учел. Гравитация, мать твою, про которую мы тоже уже говорили. Находите ее и можете спокойно пролетать все уровни без проблем. Вот так как слабая. А кому это нужно? Вы ведь, блядь, улетаете нахрен от всех врагов. Или, например, огненные сапоги, которые делают вас неуязвимым к огню и лаве. А в бою так вообще раскидывают направо и налево. Да еще и дэш какой эффективный. Ну и напоследок, возможно, ледяная. Постоянно нажимая атаку как псих, вы добьетесь вот такого вот состояния и сможете прорезать неверных в считанные секунды. Все. Все остальное либо ненужный хлам, либо полное посмешище. Рыцарь, махающийся пикой точеной, волшебник с бесполезными фаерболами, маг со звездочками, выглядящий как венерическое заболевание, лучник, стреляющий во всех направлениях, ветер с тройными прыжками и никакущими атаками, доска, с помощью которой можно улететь в космос и крутить эджи трюки, молот, который я вообще не знаю, кому может быть полезен,
И самый главный из всех, оружие, название которого повергло меня в шок и непонимание. Он что, серьезно? Или это шутка? Но похоже, что, сука, это я не шутка. Дамы и господа, Эджи! О, да! Полное дерьмо. Оружия-то в игре действительно много, и это классно. Вариативность. Однако главная проблема этой игры заключается в том, что они не раскрыты. Игра просто не учитывает, какой у тебя костюм, из-за чего некоторые моменты игры могут показаться смехотворными. Еще один чит, которым пользовался даже Сумкари, это то, что оружие сохраняется на чекпоинте. То есть ту же электробиту можно спокойно пронести через всю игру, тупо умирая, если вы ее потеряли. Да, потеря оружия есть. Можно сказать, что она тут тупо для галочки. А Gravity Suit и вовсе был ошибкой. Ах да, еще боссы. Зайдите им за спину и запинайте. Они все лажа, особенно с сильным оружием. У меня разве что проблема вызывал сам Фарк. Если просто представить, что вы пришли к нему с пустыми руками, он кажется непредсказуемым. Эта битва должна была показать противостояние схожих персонажей, а в итоге получаем кота в мешке. Повезет, не повезет. Только я хотел было закончить обзор и перейти уже к итогам, как внезапно второй стрим по игре открывает все новые и новые горизонты событий Филиппи. В моменте битвы с мини-боссом, который позже станет рядовым врагом, внезапно случился невообразимый баг, который раньше был системой защиты от Konami, когда их игры пиратели на NES. Видите ли, с какого-то перепугу мини-босс решил, что он не хочет умирать. Он хочет жить. У него открылся интеллект. И потому он не захотел умирать, сколько бы я ни мочил его долбаными огненными сапогами. Он, по-моему, бессмертный. Он, по-моему, реально бессмертный. Вставай, пора Всё. бить. Сука. Ты чё, охуел, что ли? Ты чё, охуел, что ли, блядь? Он что, реально год, блядь, вот этот раз включил, пидор ебучий? Сука. Я его ещё бью так. Давай, ну сдохнет когда-нибудь. Нет, блядь, не сдохнет. Да что это, блядь, за игра-то такая? Что это, блядь, за игра? Резюмируя все вышесказанное, я в смятении. Вроде игра-то понравилась, вроде и музыка была хороша, и прыгать с электробитой было весело и круто. Да и фаны были ничего. Но вот есть всегда но. И эта игра, она вся состоит из маленьких но. Ужасный дизайн персонажа, никакущий сюжет, топорный скоростной геймплей, 3 полезные шляпы из кучи ненужных и невыразительные, легко забиваемые боссы. Технические проблемы тоже не оставят в стороне. То игра забудет, какое у вас там было оружие, то залагает, провиснет и еще, не дай бог, там пустит ракеты на Советский Союз. Все эти мелкие нюансы портят для меня картину, и хоть убей, я так и не смог проникнуться этим волшебным миром победившего Скайна. Я же отношусь к игре более благосклонно. Да, графика топорненькая, невыразительный сюжет, имеются лаги, боссы так себе и скользит он как по маслу. Но почему-то эта игра меня заинтересовала. Либо просто потому, что я люблю подобные инди-проекты, либо вариативностью костюмов, или просто потому, что я искала что-то уникальное, чем я хотела вдохновиться. Но выводы остаются за вами. Играть в Спарка или нет, решайте уже вы. С вами был Сумочкин. И ракообразная. И помните, там есть вторая часть, лучшая 3D Sonic игра.